Ну что, продолжаем наши распаковки. Сегодня у нас продуктивный день. Мы распакуем также большую колонку Сбербум. Большую колонку от Сбера. Давайте ее быстренько вскроем без лишних проволочек. Упаковано хорошо. Сбер Мегамаркет хорошо упаковывает. Захватывает рынок своими продуктами. А может быть, не захватывает, просто производит хорошие продукты. Ну, насколько он хороший, судить потребителям, конечно. В этом смысле я хочу просто вам показать и продемонстрировать первые впечатления, яркие самые от этих устройств. Итак, Сбербум. Это Сбербум большой, а тот был Сбербум мини. Так что это просто Сбербум, но большой. Без всяких приставок мини. Тут есть вот зеленый хлястик такой. Хлястичек. Мы его дергаем. И это позволяет нам открыть крышку. Открываем крышку. Тут встречает нас стандартная инструкция. Давайте настроим Сбербум с зеленым QR-кодом, который у нас уже был раньше на той колонке. Вставочка. Итак, колонка. Достаем. Ох. Вот здесь вот, конечно, не продумано. Надо как-то более продвинутые упаковки делать. О, у нее сумочка как пакетик. Ну, заодно вот сумочка пригодится практично. Переносить что-нибудь, смотрите, можно носить какую-нибудь косметику или еще что на работу, завтраки. Вот он, кактус. Я его сразу окрестил кактусом, как только увидел. Не, ну кактус, правда же? Смотрите, какой кактус. Очень похож на кактус, на такую банку. Если так, то перевернута это банка 2-литровая, я бы сказал, с огурцами. Ну, такой продвинутый дизайн. Кнопочки нажимаются, также щелкают. Здесь есть кнопочка, собственно, вызова ассистента. Питание. А где питание-то? Питание-то я не достал. Тут, оказывается, есть еще отдельная коробка с питанием. Отдельный разъем питания. То есть отдельный блок питания и кабель USB-C, USB-C. Что есть хорошо. Потому что кабель USB-C, USB-C это всегда хорошо. А на зарядке написано Сбер с логотипом. Воткнем. Мы уже опытные по прошлой колонке. Мы знаем, что нужно сначала все подключать к электричеству. Подключим. Хоба. Здесь есть специальная такая выемка для кабеля, чтобы все это хорошо стояло. Резиновая прорезиненная основа. Серийный номер заканчивается на 8130. Это нам нужно будет сейчас для подключения. Давайте ее воткнем в электричество и посмотрим, что будет. А я пока подготовлю смартфон. Втыкаем в электричество и ждем. О, она начинает светиться интересным светом таким вокруг. Подождем, что нам расскажут. Идет загрузка колонки, судя по всему. Так нам и говорится здесь. Подключите Сбербум к розетке. Потом перейдите по зеленому QR-коду. Вот это уже был хороший бас такой, прям четкий. Я Джой, твоя виртуальная ассистентка. Привет. Сейчас мы вместе настроим умную колонку. Для начала отсканируй зеленый QR-код на инструкции или зайди на сайт go.sber.ru. Ну, в данном случае для чистоты эксперимента давайте снова отсканируем зеленый QR-код. Я вот сейчас запись включу. И идем сканировать QR-код. Сканируем зеленый QR-код. Кстати, как вот так в айфоне сделать, чтобы QR-код сканировался удобно? Посмотрите мой ролик или задайте вопрос в комментариях, я вам отвечу. Включите Сбербум, подключите колонку к розетке. Дождитесь, когда она начнет переливаться оранжевым светом. Оранжевым светом. Следуйте его инструкциям. Готово. Нажимаем. Теперь Я Джой, твоя виртуальная ассистентка. Сейчас мы вместе настроим умную колонку. Для начала отсканируй зеленый QR-код на инструкции или зайди на сайт go.sber.ru. Зашли. При первом входе на сайт вас может система попросить авторизоваться, то есть войти в свою учетную запись Сбер ID. Сделайте это, иначе ничего не получится, потому что для функционирования всех вот этих устройств нужна подписка Сбер Prime или бесплатная временная, в общем, нужна подписка. Все эти штуки умные без подписки не функционируют, поэтому ничего не получится настроить, нужно будет сначала приобрести подписку. Такое вот замечание. Ну, сейчас нам нужно перейти на Wi-Fi и найти эту нашу колонку. Она будет какой-то бум. Сбербум. Вот она, бум, 8130, как я говорил, это конец. Я Джой, твоя виртуальная ассистентка. Серийного номера. Мы все поняли, мы делаем все, как говоришь.
Вот сейчас, когда подключили, переходим, нажимаем «Готово». Нажимаем «Готово» и ждем. Видно, что он переходит по локальному адресу. Теперь спрашивает: о, вот эта колонка уже поддерживает 5 ГГц Wi-Fi. Поэтому мы выбираем Wi-Fi 5 ГГц. 5 ГГц хорош тем, что скорость у него выше, но действует он не так далеко. Но у нас же колонки находятся близко к роутеру, поэтому это нам подходит. Сейчас колонка будет говорить код. Сейчас я назову тебе код из 6 цифр. В этот раз у нас... Нужен, чтобы активировать колонку. В этот раз у нас лучше получается. Давай код. 5. 3. 3. 5. 5. Ура! Мы успешно активировали колонку. Теперь я ее обновлю. Теперь я ее обновлю. Ну, пока она обновляет, она нам тут какую-то музыку играет. Мы нажимаем «Хорошо». И у нас в умном доме теперь видно, что устройства с ассистентом у нас их раз, два, три даже. Нет, это добавьте устройства. А мои устройства... Посмотрим на мои устройства. Вот мои устройства. Сейчас я перезагружусь и вернусь к тебе. Смотрю свое устройство. Это Иванбокс из Сбербокс. У меня там подключен. У меня есть Boom Mini розовенькая, кирпичная, которую я только что обозревал. Или в предыдущем ролике это посмотрите, как я обозревал. И Сбербум вот этот вот, большой, который у меня сейчас включен. Я хочу сразу отметить, что звук у него намного лучше. Плотный, мощный. Такой хороший прям звук. Вот. Ну и лампа у меня есть, который у меня сейчас светит. Если что, вот могу выключить. Оба выключил. Оба включил. Быстро работает теперь. Сейчас она перезагружается и нам что-то сообщит. И мы немножечко послушаем музыку. Салют. Я твоя виртуальная ассистентка. Всегда готова включить музыку, рассказать про погоду, поставить будильник или просто поболтать обо всем на свете. Если захочешь узнать обо всех моих талантах, просто спроси Салют, что ты умеешь. Ну, это мы можем спросить и узнать, что она умеет. Это мы умеем спрашивать. Меня больше волнует звук. И, собственно, вот управление кнопками понятно. Вот эта кнопка «Салют». Что ты умеешь? Можем поменять мой голос на другой. «Салют». Стоп. Да, мы знаем, вот это отключение микрофона, она таким красненьким становится, это громкость. И все, больше ничего, собственно говоря, тут нет. Но я хочу музыку, и я люблю проверять музыку, как вы знаете, на группе Nickelback песня Animals, потому что там очень классный риф, он мне очень нравится. Я это буду подрезать, чтобы меня не забанили, но давайте попробуем. Салют, включи Nickelback песня Animals. Nickelback Animals 2020 ремастер. Ставлю. Салют! Стоп! Стоп! Ну, вот медленно реагирует, да, ну понятно. Но здесь уже совсем другое дело по сравнению с колонкой мини. Оно и объяснимо. Здесь мощный динамик, плотный бас такой, аж сотрясается стол. И тебе прям даже в грудь отдает, какая классная музыка идет оттуда. Салют! Включи какую-нибудь музыку без авторских прав. Скэри Руслан. Фонк без авторских прав. Ставлю. О, смотрите, как чвакает здорово. Мне вообще нравится. Немного шипящий такой звук получается. Это значит, не проработаны тут высокие частоты динамиками хорошо. Ну, чего уж ожидать, собственно говоря, за такую цену. А цена сейчас будет на экране, здесь или здесь, здесь. Учтите, что эти колонки, они еще есть в разных цветах. Ну и, разумеется, поскольку у нас настроено управление умным домом, у нас есть лампа, которую мы подключили в прошлом ролике. Вот эта вот лампа от Сбера. Салют. Салют — это умная лампа. Мы можем эту лампу попросить включить или выключить. Салют. Выключи лампу. Выключила. Салют. Включи лампу. Ну, ее можно назвать настольной лампой или еще как. Можно у нее менять температуру. В общем, супер. Эта колонка мне намного больше понравилась и настроилась быстрее. Может быть, потому что уже мы заранее вошли в приложение, в сервис, авторизовались. И, в общем, звучит намного лучше. Ну, как говорится, извините, и стоит намного дороже. Но все очень современно выглядит. Такой как бы кактус домашний. Если был бы зеленый цвет, я бы прям его бы приобрел. Ну, а если у нас, например, черный такой вот у нас дизайн помещения, то можно черный, и она не будет выделяться. Что могу отметить относительно сравнения с Яндекс-станцией, например. Да? Вот у нас Яндекс-станция Макс первого поколения. Большая такая.
Она примерно такого же размера. Примерно такой же. Не, это значительно легче. Яндекс-станция Макс значительно тяжелее. Вот, работает давно, вон из нее уже песок сыпется. У нее есть регулятор крутилка, здесь нет регулятора. Есть кнопка блокировки микрофонов. Здесь вообще не понимаю. А, вот есть кнопка блокировки микрофонов. Ну и кнопка вызова ассистента тоже есть. У этой Яндекс-станции Макс также есть выход на наушники 3,5. По Ethernet можно подключать и HDMI. Здесь ничего такого нет. Может быть, скорее всего, производители сочли, что это уже, собственно, не актуальная тема, никому не нужна, мало кто этим пользуется. И я скорее с этим согласен. Но у Сбера есть другие устройства, например, Сбербокс-портал, Сберпортал точнее. Есть Сбербокс, это маленькая коробочка, которая подключается по HDMI к телевизору и делает его умным, если он у вас не умный. Ну и плюс там много сервисов, которые можно даже Android-приложение туда ставить теперь и, собственно говоря, с ними работать. Салют! Стоп! Ну что ж, друзья, такое вот видео получилось про обзор колонки Sberboom большой, а также посмотрите видео про обзор колонки Sberboom Mini, а также перед этим я снимал видео про обзор Яндекс-станции MIDI. Напишите ваши комментарии, получилось ли у вас настроить эту колонку по той инструкции, которую я демонстрировал, но это просто был, как говорится, путь клиента, довольно успешный. Какие у вас еще есть вопросы, проблемы с этим, постараюсь помочь, может быть, каким-то советом, может быть, друг другу вы поможете советом. Спасибо еще раз вам, что смотрели, подписывайтесь на канал, посмотрите мои другие видео, включите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну, еще раз вам спасибо, пока!